Здравствуйте, я Андрей Бойко, вы на канале Мотоэксперт. Если вы оказались случайно, подписывайтесь, здесь много интересного. Ну а сегодня мы в Португалии, и это абсолютно новый, второе поколение, CF-Moto MT-700. Сейчас вот я прямо загляну в первоисточник, загляну в таблицу и расскажу вам, чем эта модель отличается от предыдущего поколения. Ну, про дизайн, а во всем остальном мы поговорим чуть-чуть попозже. Здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, двигатель стал развивать мощность 50 киловатт вместо 55. Но на самом деле я думаю, что для российского рынка останется 55, потому что это сделано в угоду Евро-5. Ну, тут все понятно. Что интересно, изменилась подвеска. Ход подвески стал больше. Вот сейчас еще раз проверю. Смотрите, 150 и 148 миллиметров, а было 140 и 140. Идем дальше. Клиренс 190 миллиметров на новом поколении, 170 на старом. Соответственно, 19 и 17 дюймов колеса были по 17. Высота по седлу при этом стала ниже на 20 миллиметров. О чем это говорит? Это говорит о том, что этот мотоцикл стал выше, у него стали более длинноходные подвески, но при этом опустилось седло и полностью поменялось ощущение от этого байка. То есть теперь вы сидите не на мотоцикле, не да, так как на эндуро на каком-то, да, или на кроссовом мотоцикле, а теперь вы сидите внутри мотоцикла. Это скорее уже стиль Ducati Multistrada. Ну, технические подробности — это технические подробности. Понятно, многие любят цифры, но мы же выбираем мотоцикл не оглядываясь на цифры, мы же выбираем мотоцикл душой, это же радость. Поэтому посмотрите, какой классный получился мотоцикл, посмотрите, какое классное второе поколение CF-Moto 700. Во-первых, здесь нет ни одной общей детали с предыдущим поколением, и это здорово, и это правильно. Посмотрите на эту фару, светодиодная фара, сейчас я поверну ключик, ну, очень красиво, ну, очень красиво и очень стильно. А посмотрите, какая клевая приборная панель. Здесь есть информация о давлении в покрышках, есть информация о температуре в этих покрышках. Стильный тахометр. Приятно, что видно, очень крупно, видно номер передачи, видно, когда включена нейтраль, видна скорость, тут абсолютно все. Плюс ко всему, мотоцикл можно сконнектить с вашим телефоном и вывести сюда карту. И не нужно использовать какой-то дополнительный навигатор и что-то навешивать. Вы сможете из своего телефона непосредственно сюда передавать маршрут и мчаться далеко и долго. Что касается мчаться далеко и долго. Сегодня мы протестировали мотоцикл в первой половине дня и дождевики во второй половине дня. И скажу я вам, это было очень удачно. Почему? Потому что комфортное путешествие невозможно только в теплую погоду. Оно должно быть комфортным в любую погоду. Мы же не знаем, что ждет нас впереди. И вот сегодня я немножко поиграл со стеклом. Оно поднимается и опускается. Причем это можно делать прямо на ходу. Оно механическое. Я, честно говоря, очень не люблю вот эти все электроприводы. Механика мне как-то больше по душе. Что я вам скажу? Если поднять стекло до конца, то мне вот лично не очень комфортно. Наверное, это рассчитано на более высокого человека. Потому что здесь образуется такой какой-то небольшой воздушный поток, здесь вот так вот кружит воздух, и меня немножко начинает подтягивать к этому стеклу, да? Но очень возможно, к сожалению, у меня не было возможности сегодня проверить это с пассажиром, очень возможно, что пассажиру таким образом будет комфортнее. Что дальше? Дальше пошел дождь, стало холодно и ветрено, мы надели дождевики. Но, помимо всего прочего, я включил подогрев ручек, который идет в этом мотоцикле, и подогрев сиденья. И стало тепло, хорошо, и, честно говоря, уже было наплевать на этот дождь, было наплевать на этот ветер. Ветрозащита очень хорошая. Это, ну, не туристический мотоцикл, да, где большое стекло, где вообще не попадает на тебя воздух. Нет, это не так. Здесь чувствуется, что ты едешь все-таки на мотоцикле, но при этом вот эти паразитные потоки, набегающие воды и воздуха, не раздражают. Ничего, без дождевика не обошлось бы, но, тем не менее, комфортно. Подогрев седла, боже, как же это классно. Я вообще не понимаю, почему производитель не делал подогрев седла. И очень здорово, что на этом новом поколении 700-ки CF-Moto сделал подогрев сидений. Это очень круто. Здесь такая большая кнопка, совершенно спокойно нажимаешь ее, и становится комфортно и хорошо.
У этого байка 3 больших кофра. Ну, в меру больших. Мне очень нравятся вот эти механические замки. Ну, это прям класс. Соответственно, конечно, кофр можно запереть, и никто его уже не откроет. Печально, что ключ не один. Печально, что для замка зажигания один ключ, а для кофров второй. Кофр такой толстый, мощный. В нем какая-то мягкая такая прокладочка положена, поэтому здесь вообще можно совершенно спокойно бросить вещи, не обязательно иметь какую-то сумку, чтобы ничего не поцарапалось. Есть дополнительные ушки, можно прикрепить багаж сверху, есть удобные ручки, если вы откроете, соответственно, отцепите этот кофр, да, и возьмете его с собой, можно нести за ручку, не нужно нести грязный кофр в обнимку, тоже удобно. Один кофр чуть-чуть поменьше, потому что здесь под ним стоит глушитель. Этот кофр левый, соответственно, чуть-чуть побольше, это для вашей подруги, это, соответственно, для вас, ну, а это там шлем положить. Вот, и этот традиционно больше, со стороны, где глушитель традиционно меньше, но, тем не менее, все равно общий литраж абсолютно подходящий для какой-то средней дороги. И повторюсь еще раз, есть уши, можно привязать еще что-то сверху. Хотя вот лично я люблю путешествовать в рамках того, что мне позволяет кофры, и не нагружать, вот тут вот не навешивать. Вот, если только, может быть, какую-то повесить покрышку, если вы едете очень далеко, чтобы не искать, где купить новое колесо. Но раз я сказал о резине, то скажу и о колесах. Посмотрите, какая красота. Посмотрите на эти прекрасные, стильные спецованные колеса. Причем спицы фиксируются вот здесь. И, соответственно, при мощном ударе она не проткнет покрышку. Покрышка останется цела. Плюс ко всему, это бескамерные покрышки. Здесь нет камер. И выглядит это, ну, прям очень стильно. Очень здорово. Особенно мне нравится сочетание золотых колес, белой краски, вот этого такого сине-серого цвета. Модификация, которая была у меня сегодня весь день, с черными колесами. Ну, кому-то нравится больше. Мне, конечно, нравится светлый мотоцикл с золотыми колесами. Это смотрится прям очень и очень стильно. Вот интересная деталь. Обратите внимание на подножку. Организаторы со всех CF Moto 700 сняли вот этот резиновый демпфирующий элемент. И сняли не просто так. Сняли для того, чтобы показать нам, что этот мотоцикл очень низко вибронагружен. Потому что, когда едешь со скоростью 120 км в час, это приблизительно 5500 оборотов в минуту двигатель развивает. А если едешь со скоростью 140-145, то это где-то порядка 6,5. То есть там уже практически скоро начнется, как раз через 1000 оборотов, уже начнется красная зона на тахометре. Но даже в таких режимах, даже вот на этих максимальных каких-то ускорениях, разгонах и на максимальных скоростях нет абсолютно никаких паразитных вибраций. Да, они есть, но они не досаждают. Сегодня я пробыл за рулем, ну, не знаю, часа, наверное, 4,5 или 5, и мне ни разу не захотелось, во-первых, распрямить ноги в коленях, а во-вторых, снять ноги, потому что уже вот подошвы на мотоботах зудят, потому что уже просто ехать невозможно. Такого сегодня не было ни разу. Ну и, конечно, самый главный вопрос. Сколько жрет и сколько прет? Ну, прет для 700-ки нормально. Очень уверенно разгоняется до порядка 150 км в час. Да, мотоцикл не загружен. Сегодня я был один, без поклажи, без пассажирки. Но, тем не менее, 150 км в час. И при этом на этой скорости комфортно. Сколько жрет? Ну, бортовой компьютер сегодня показывал средний расход топлива, это учитывая там и предыдущие группы, и предыдущих людей, которые катались, где-то порядка 6,1 литра. На мой взгляд, очень неплохо. Если, ну, опять же таки, здесь никто не экономит топливо. Если ехать спокойно, экономно, в рамках 110, 120, может быть, там 115 км в час, расход, конечно же, будет ниже. Расход будет, я уверен, что порядка 5 литров на сотню, а то и ниже. И интересно то, что вот второе поколение CF Moto MT-700 как раз и располагает к такой езде. Очень комфортно себя чувствуешь на скорости 110, 115, 120 км в час. Во-первых, отличная ветрозащита. Здесь, кстати, помимо ветрового стекла есть еще вот такие вот ветровые юбочки, назовем их так. Во-вторых, есть защита рук. Хотя, конечно, для вот такой прямо совсем-совсем дальней дороги, да, или, может быть, грязной дороги, я бы поставил бы пошире защиту рук, для того, чтобы вот в верхнюю часть ничего не прилетало, в том числе и вода. Очень комфортно, на какой-то средней скорости катить, смотреть, но при этом не нужно смотреть на дорогу. Абсолютно не нужно вглядываться, куда и зачем ты едешь, потому что даже огромные ямы подвеска этого мотоцикла проглатывает вот прямо на ура. Очень часто даже на лежачих полицейских не нужно привставать. Вставать из седла, причем стоя тоже удобно ехать,
Вот эта позиция за рулем, когда ты стоишь и держишься коленями за бак, здесь прямо, ну, для моего роста 175 сантиметров, все прямо отлично. Но нужно встать, когда ты уже просто переезжаешь через какие-то буераки. До этого подвеска все сглаживает, ехать комфортно, в пятую точку никаких мощных ударов не приходит. И это здорово, что абсолютно не нужно смотреть туда, куда ты едешь. Вот она есть дорога, разбитая она, не разбитая, есть на дороге латки, нет на дороге латок. Можно совершенно спокойно ехать. Тут же возникает вопрос, а если подвески стали более длинноходными, не раскачивается ли этот байк на неровностях? Не раскачивается. А хорошо ли он рулится? А хорошо он рулится для своего класса, конечно же, рулится очень четко, скажем так. Интуитивно понятно, легкое контруление, мотоцикл проваливается в поворот, и нет такого, что либо ты тащишь его в поворот, либо он слишком быстро туда проваливается и пугает тем самым водителя, потому что нет какой-то чрезмерной массы, да, она как-то вся сосредоточена ближе к нижней части мотоцикла, поэтому все очень спокойно происходит, ты спокойно заезжаешь в поворот, ты спокойно потом выпрямляешь мотоцикл, причем не очень-то важно, повторюсь еще раз, какое качество при этом асфальта. Байк стоит и четко держит дугу. Есть ли мощный выход из поворота? Конечно же, нам интересно. Да, есть. Если щелкать передачки, если использовать там вторую и третью передачу на разгоне и выкручивать мотор там до 6500 оборотов, то этот байк можно назвать быстрым. А можно ничего не делать, можно просто ехать на 4-й передаче, на 5-й передаче, радоваться жизни, и крутящего момента хватит для того, чтобы очень-очень и очень комфортно ехать. Давайте подведем итоги. За последний год я ездил на 3 вот таких среднекубатурных туристических эндуро. Я ездил на Априлии 660-ки, я ездил на Хонде Трансальпе, соответственно, и я ездил вот на этом CF Moto. И вот что я вам скажу, этот мотоцикл объективно лучше. Трансальп расхлябанный, какой-то невнятный, он очень странно рулится, он все время раскачивается на торможениях. Априлия, может быть, и рулится поострее, но при этом она откровенно медленнее, прям вот откровенно медленнее. Ну и плюс ко всему ходят такие упорные слухи о том, что не очень надежная. Проверить сложно. CF Moto при этом стабилен на высоких скоростях. Это очень удобный мотоцикл, на котором ты не сидишь, ты как бы находишься внутри него. Когда ты за рулем этого мотоцикла много, то есть тебе не кажется, что это малокубатурник какой-то. Это прямо хороший, классный, большой мотоцикл. Но при этом он не тяжелый в управлении. Здесь есть стильные кофры, стильный дизайн и правильная цена. Ну, а подогрев сидения – это просто прекрасно. Поэтому, подводя итоги, скажу, что это очень классный байк для тех, кто любит просто ехать и путешествовать. Кому не нужны какие-то вот спортивные нотки, кому не нужен вот этот бешеный взрывной характер, для тех, кому нужна, наверное, такая надежность в долгую дорогу. Ну что же, если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Отдельная благодарность АВМ Трейд за то, что позвали нас в Португалию и предоставили возможность протестировать этот мотоцикл. А на сегодня это все. Всего доброго. Пока.